Когда Мэтью Ньютон отправился на прогулку по дикой местности Аляски, он хотел сделать захватывающие снимки с помощью своей камеры. Однако мужчина также осознавал опасность этой местности. Здесь обитали разнообразные опасные хищники, такие как медведи и волки. Пройдя несколько километров, Мэтью заметил рысь. Он поднял камеру и начал делать как можно больше фотографий. Фотограф подполз немного ближе, надеясь, что рысь не испугается и не убежит. Но, к счастью, рысь стояла на месте. Она даже смотрела прямо в камеру, пока Мэтью делал все больше и больше фотографий. Мужчина смело подкрался ближе и удивился, что большая кошка до сих пор не убежала. Это казалось очень странным. Мэтью опустил камеру и с любопытством посмотрел на рысь. Она с таким же любопытством оглянулась на него. За все свои годы мужчина никогда не испытывал ничего подобного. Это был действительно особенный момент. Дальше рысь сделала нечто совершенно неожиданное. Она медленно подошла к Мэтью. В обычной ситуации он бы попытался ее отпугнуть. Но что-то в этом животном привлекло его внимание. Рысь словно умоляла его. Она потихоньку пошла в сторону зарослей, все время оглядываясь назад, чтобы убедиться, что Мэтью все еще следует за ней. То, что Мэтью увидел, добравшись до кустов, тронуло его сердце. Там сидел котенок рыси, его лапка попала в капкан браконьеров. Казалось, мать хотела, чтобы Мэтью попытался помочь детенышу и спас ему жизнь. Потому что без вмешательства человека бедный детеныш наверняка бы погиб. Мэтью знал, что не может оставить бедное животное на произвол судьбы. Он сильно надавил на капкан, и тот открылся. К счастью, рана оказалась не слишком серьезной и, надеюсь, заживет сама. Затем мать-рысь взяла на себя заботу о рысенке и нежно лизнула своего детеныша. Она даже не взглянула на мужчину, когда он встал и пошел обратно на тропу. Мэтью не нуждался в похвале, хотя и знал, что совершил доброе дело. Однако мужчина понятия не имел, какие невероятные вещи произойдут потом. Остальная часть прогулки Мэтью прошла без происшествий. Он сделал много фотографий и наслаждался тишиной и уединением с природой. Вернувшись домой тем вечером, он принял теплый душ, съел горячую еду, а затем лег в постель. На следующее утро он проснулся от громкого шума, доносившегося снаружи. Это был стук и царапанье, которых он никогда раньше не слышал. Он сразу же был в состоянии повышенной готовности, сидел и внимательно прислушивался, полагая, что злоумышленник пытается проникнуть в его дом. Обеспокоенный, Мэтью оделся и схватил бейсбольную биту, которую держал в углу своей спальни. Он положил руку на дверную ручку, прежде чем широко распахнуть дверь и приготовиться к удару битой. Он не мог поверить в то, что увидел. Это была мать-рысь, которой он накануне помог в походе. Но она была не одна. Рысь привела с собой своих детенышей, и они все сбились в кучу, с любопытством наблюдая за своей матерью. Мэтью даже заметил маленького рысенка с поврежденной лапкой. Казалось, рыси пришли отплатить ему за его доброту. Обычно пугливые и нелюдимые животные играли, катались и даже кушали на его крыльце. Они пробыли там около часа. Наконец мать-рысь встала и пошла обратно в дикую природу. Ее детеныши послушно следовали за ней, выстраиваясь в шеренгу и следуя за матерью. Мэтью с улыбкой смотрел, как они исчезают за деревьями. Мэтью никогда не забудет этот особенный опыт до конца своей жизни. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.